Всем привет! С вами Ксюша. В этом видео венецианская штукатурка под мрамор по 170 рублей квадратный метр. Я приобрела венецианскую штукатурку торговой марки ВГТ. Это самый бюджетный вариант, который я смогла найти. Для нанесения подобных тонкослойных материалов потребуется хорошая подготовка поверхности. По стандартам КНАУФ это Q3, в идеале Q4. Я уже укрыла все, что можно испачкать, пленкой и малярным скотчем. Также покрасила поверхность водоэмульсионной краской в черный цвет. Венецианка нам потребуется черного и белого цвета. Наносить я ее буду с помощью широкого шпателя с закругленными краями, а также строительного фена. Кстати говоря, венецианская штукатурка ВГТ не самая плотная, и поэтому она прекрасно колируется в черный цвет. Наносим венецианскую штукатурку по диагонали средним слоем. Нанесли небольшой участок. После, с небольшим отступом, наносим следующую линию. Набираю еще материала. Протягиваю еще одну линию. И также оставляю просвет перед следующей. Наношу следующую полосу. При нанесении стараюсь слишком не выравнивать, но и очень толстые наплывы не оставлять. Задали общее направление рисунка. Теперь нужно будет подождать около часа, пока венецианка подсохнет. Поверхность наша подсохла. Теперь берем венецианку того же цвета и заполняем пустоты более толстым слоем. Берем ее побольше на шпатель и заполняем, двигаясь сверху вниз, либо снизу вверх, кому как удобно. Беру строительный фен и делаем трещинки, как в прошлом видео. Набираем еще черной венецианки и продолжаем нанесение дальше. Заполняю еще одну часть. Периодически оттираем шпатель мокрой тряпкой, чтобы на нем не было засохшей венецианки. Берем фен. Заполняю еще одну полосу. Стараюсь заполнять все пустоты. Берем фен и продолжаем создавать трещины. Закончили с нанесением первого слоя. Дождемся полного высыхания штукатурки, а потом ее прошкурим. Венецианка полностью высохла. Теперь я беру 240-ю наждачную бумагу и слегка прошкуриваю всю поверхность. На ощупь она должна быть без лишних перепадов.
Прошкурили всю поверхность. Теперь берем тряпочку и удаляем лишнюю пыль. Пыль удаляем тщательно, чтобы в дальнейшем она не смешивалась со светлой венецианкой. Берем шпатель и подглинцовываем всю поверхность. Быстренько подглинцевали поверхность. Теперь берем белую венецианскую штукатурку и разбавляем ее водой. Хорошенько размешали венецианку, разбавленную с водой. Должна получиться консистенция краски. Теперь набираем на край шпателя. Очень аккуратно, чтобы не закапать все вокруг. Начинаю заполнять белым цветом по диагонали. Набираем материал также на край шпателя. Хорошенько вот так, тоненьким слоем. Заполняю и излишки убираю. Здесь нет ничего сложного. Набираем еще венецианки и продолжаем дальше нанесение. Нанесли первый слой белой венецианки справа налево по диагонали. Теперь слева направо заполняем вторым слоем. Заполняю и удаляю излишки на сдир. Набираю венецианку на шпатель. Заполняю и хорошо на сдир убираю. Набираю еще венецианки. Белая венецианка нанесена. Теперь подождем около часа, пока она высохнет. Образец высох и сильно посветлел. Чтобы избавиться от этой белизны и усилить контраст, я прошкурю всю поверхность 500-й наждачной бумагой.
Закончили шлифовать, теперь нужно убрать пыль влажной тряпкой. После шлифовки образец заметно стал контрастней. Белые прожилки сохранились. Хорошенько протираем поверхность от пыли. В дальнейшем, чтобы она не царапала при полировке. Обеспылили поверхность. Теперь берем болгарку и надеваем на нее шлифовальный круг. Для этого этапа нам потребуется полировальная машина, либо болгарка с возможностью переключения скоростей. Я буду использовать самый медленный режим, первый. Включаем болгарку и начинаем полировать. Я полирую с помощью болгарки. Если у вас ее нет, вы можете делать это и вручную. Закончили полировать поверхность. Болгарку далеко не убираем, она нам еще потребуется. Берем воск для венецианской штукатурки и покрываем венецианку. Воск необходимо наносить тонким слоем, заполняя всю поверхность, не оставляя проплешин. Воск нанесен на всю поверхность, теперь дадим ему минут 20 высохнуть, как советует производитель. Прошло 20 минут, наш воск высох. Теперь я беру болгарку с меховой насадкой для полировки. Прохожу всю поверхность для придания максимального глянца. Закончили с полировкой. Теперь я оторву скотч с краев образца и покажу вам поближе получившийся глянец. Венецианская штукатурка под черный мрамор получилась очень здорово. Трещинки и переходы цветов смотрятся отлично. Контрастный, богатый рисунок напоминает природный камень. Черный и белый цвет гармонично слились в одной композиции и дополняют друг друга. Воск придал поверхности хороший глянец и добавил сходство с мраморным слэбом, отполированным до блеска. Плюс создал на венецианской штукатурке защитный слой, отталкивающий влагу и грязь. И тем самым увеличил не только эстетическую привлекательность поверхности, но и долговечность финишной отделки. Я подсчитала стоимость 1 квадратного метра, сложив цену венецианки, воска и краски, выступающей в качестве грунта, и получила цифру 170 рублей за квадратный метр. Это супер выгодный вариант финишной отделки стен, позволяющий сэкономить ваши деньги во время ремонта. Потренировавшись на небольшом участке стены и поняв, как ведет себя материал, вы можете своими руками украсить интерьер и при этом сохранить семейный бюджет. Вы не только экономите на материале, но и на стоимости работ мастера. И при этом получаете замечательную финишную отделку стен, практичную и долговечную. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрите мои видео. До новых встреч!